Здравствуйте, я Берри Бразлтон, и на протяжении 40 лет я был практикующим детским врачом. И когда я ездил по стране, разговаривая с родителями, вопрос, который чаще всего мне задавали, было воспитание. Я могу обозначить его как установление границ для ребенка. Установление границ очень важно, особенно после той любви, которую вы даете своему ребенку. Самый лучший подарок — это понятный и четкий набор ограничений. Но как устанавливать ограничения, не всегда понятно. И это, наверное, самый тяжелый труд, с которым родители когда-либо сталкивались. Дисциплина, определение границ — это не наказание, это обучение. С момента рождения ребенок уже начинает учиться ограничениям. Первое ограничение, которым ребенку нужно научиться, связано с режимом дня. Расписание регулярного кормления, сна, установление этого режима. Это самая ранняя форма дисциплины. Это помогает ребенку чувствовать себя в безопасности, дает ему понимание, что этот мир имеет смысл, что есть кто-то и что-то, на кого и на что он может рассчитывать. И вы увидите, что самый важный человек в жизни вашего ребенка — это вы. Во-первых, ребенок зависит от вас, от вашего контроля. Сначала вы устанавливаете его режим, а затем он сам начинает привыкать к нему. Он привыкает кушать по определенному графику, ложиться спать и оставаться наедине с собой. Вы знаете, что помощь вашему ребенку — это учеба, которая вмешивается в ваше личное время. Но ребенок стал членом вашей семьи. И фактически то, что вы делаете, это установка предсказуемых границ. Обучение его тому, как далеко он может зайти и как вернуться назад. Это то, чему ваш ребенок будет учиться всю свою жизнь. Некоторые советы для создания режима. Каждый ребенок уникален, поэтому будьте внимательны к моделям питания и сна, которые характерны именно для вашего ребенка. В дальнейшем используйте эти модели для создания четкого режима дня для вашего ребенка и успокаивающей программы. Например, вы можете прочитать ему историю или спеть песню в то время, как он готовится ко сну. Когда он станет старше, поговорите с ним о режиме дня, объясните, в какое время он должен ложиться спать и почему. Режим дня, как любое хорошее ограничение, дает вашему ребенку чувство безопасности. Вы увидите, как хорошо он будет реагировать на него. Как вы видите, определение границ — это обучение. Для маленького ребенка каждый опыт является обучающим. Они смотрят на вас, чтобы научиться порядку. Они ожидают, что вы научите их, как нужно вести себя. Вначале они учатся имитировать. Ваш ребенок внимательно смотрит на вас. Он перенимает каждое выражение и жест, начинает копировать. Еще в самом раннем возрасте это продолжается до позднего детства. Поэтому это важно, так как вы показываете ему поведение, которому вы хотите, чтобы он научился. Ваша фраза «делай то, что я говорю, а не то, что я делаю» просто не работает с детьми. Дети всегда пытаются выяснить, как устроен мир. С самых первых дней они наблюдают за причиной и следствием. Самое раннее проявление этого вы можете увидеть при плаче. Ребенок плачет, когда ему что-то нужно, когда он голоден, устал, мокрый, или у него что-то болит. И он знает, что единственный путь сообщить об этом — это плач, и он получит то, что ему нужно. Некоторые родители переживают, что их ребенок манипулирует ими, когда плачет, и они потакают ему, когда отвечают на его плач. Это неправда. В первые 6 месяцев вы просто не можете баловать своего ребенка. Младенцы не ввязываются с вами в борьбу, когда плачут. Это просто способ получить то, что им нужно. Поэтому просто дайте вашему ребенку то, в чем он нуждается. Будь это успокоение, кормление, перемена одежды или подготовка ко сну. Но что делать, когда ваш ребенок становится немного старше? Когда он делает такие вещи,
вещи, которые похожи на плохое поведение. Например, он шумно веселится. Давайте посмотрим, что происходит на самом деле. Аня продолжает бросать игрушку, а мама продолжает поднимать ее. Аня вредничает? Я так не думаю. Она изучает причину и последствия. Будет ли мама столько раз поднимать игрушку, сколько раз она ее бросит? Манипуляция? Нет. Она просто экспериментирует. Поэтому не злитесь на вашего ребенка. Если вы будете так же спокойны, как Анина мама, подавайте игрушку обратно. Если у вас нет времени, просто уберите игрушку и попытайтесь заинтересовать вашего ребенка чем-то другим. Примерно в возрасте от 9 месяцев до 1 года, когда поведение нашего ребенка начинает вызывать беспокойство, мы начинаем думать о дисциплине. Это возраст, когда дети начинают ходить и исследовать все. И для них это и новый уровень впечатлений, но и новый уровень потенциальной опасности. Все берется в рот. Это способ, которым они изучают. Это время, когда дети становятся способными понять смысл слова «нет» и начинают проверять его. Это выглядит, как будто они дразнят вас, но они просто изучают вашу реакцию. Так они учатся ограничениям. Алиса немного взрослее и более развита. Она уже самостоятельно делает первые шаги. И мама делает то, что должны делать каждые родители. Она дает ей возможность самой выйти из ситуации, в которую она попала. Она превращает ограничения в обучение ребенка. А вот Томми. Он готов проверить ограничения в искусственной форме. Смотрите. Папа ограничивает его и объясняет, почему. Затем Томми подходит к плите и даже зарабатывает похвалу. Но потом все равно прикасается к плите. Почему он делает это? Я думаю, это неудержимое любопытство. Мама хорошо делает, что остается спокойной. Ее голос твердый. Томми знает, что она права. Она не кричит. Затем мама убеждается, что Томми внимательно ее слушает и способен воспринять сказанное. Она объясняет простыми словами, чтобы он мог повторить. Для безопасности необходимо, чтобы вы оставались твердыми. Но также вы должны понять, что дети учатся путем исследования и тестирования. За это не нужно наказывать. Во-первых, уберите ребенка от опасности. Или опасность от ребенка. Тогда слова будут работать. А вы просто смотрите. Эдди садится на велосипед. Он не в том беспокойном возрасте, когда ему нужно говорить, что делать. На эту ситуацию не нужно реагировать негативно. Будьте спокойны, но тверды. Ваш ребенок поймет, что ему нужно делать, когда вы ему скажете, что происходит. Мама Эдди говорит ему, что недопустимо в данной ситуации. И она следит за этим. Она также учит его своим ограничениям. И Эдди должен сам решить, что ему нужно делать. Чудесный пример для ограничений — это научение. Для безопасности вы точно знаете, какие пределы и границы вам нужно установить. Вам нужно решить, что приемлемо, а что нет, и придерживаться этого. И для вас будет сюрпризом послушность вашего ребенка. Но помните, что в период с 6 до 9 месяцев ребенок действительно не способен отличить правильное поведение от неправильного. И он не пытается манипулировать вами. Дети начинают изучать границы с 9 месяцев. Это естественная часть развития, которая обозначает, что ваш ребенок развивается нормально. Хвалите его за хорошее поведение, и когда корректируете плохое, будьте спокойными и любящими.
Старайтесь не терять контроль над собой. Помните, что ваш ребенок внимательно наблюдает за вами, чтобы самому научиться правильно вести себя. Вы знаете, как только ребенок достигает 2 лет, возникает новый комплекс вопросов. На самом деле вы можете подумать, что появился новый ребенок вместе с отрицательными качествами, взамен тому милому, дорогому дитя, которого вы так обожали. Большинство называет это ужасные зубы, и я думаю, что каждый родитель чувствует, как же сильно ребенок его нервирует. У Коллинза как раз режутся зубы. И для мамы Коллинза такие простые вещи, как одеть своего ребенка и почистить зубы, занимают много времени и превращаются в ежедневную битву. Для ребенка такого возраста нормально показывать свою независимость. Опять же, ребенок учится в этот раз контролировать свой мир, и сейчас он хочет проверить это. Также он учится контролировать себя. Мама Коллинза знает, что она не может бегать за ним по всему залу. Поэтому, во-первых, она возвращает его обратно, потом использует возможность научить сына. Но что более успешно? Просто сказать ему «нет» или не дать стать ему на первое место? Это трудно, но с помощью мамы Коллинз учится контролировать себя. Это выглядит так мило, когда он кладет конфеты обратно. Иногда справиться с ребенком — это целая битва. На самом деле, сражение не должно стать тем путем, который мы видим сейчас. Маме Коллинза нужно безопасно приготовить обед. В этом случае нужен план «Б». Возможно, это трудно, так как занимает много времени. Но в конечном итоге так лучше для каждого. Другой совет. Дайте ребенку сделать выбор самому. Кевин устал, и он не хочет что-то есть. Мама устанавливает границы, когда сужает выбор ребенка. Но в конечном итоге он выбирает то, что ему хочется. Кевин успокаивается, и мама избегает битвы. Истерика. Истерика — совершенно нормальное явление в этом возрасте. Ребенок перегружен и потерял контроль. Помните, что сначала вам нужно успокоиться самим. Крик на ребенка только ухудшит состояние. Запретите ему вести себя так, но сделайте это мягко. Ребенок в этом возрасте действительно становится капризным. Он теряет контроль и не может успокоиться. Поймите его и покажите ему свою любовь, пока все не закончится. Во время развития ребенка с 2 до 3 лет мозг его развивается в совершенно другом направлении. Происходит прорыв в разговорной сфере, открывая вам возможности для общения с вашим ребенком. И наоборот. И мудрость слов. 3 года ребенок открывает для себя силу слов. Он может выражать то, что он чувствует, к лучшему или к худшему. Так как дети в этом возрасте уже лучше понимают, вы также можете ожидать лучшего выполнения того, чего вы хотите. Выражайтесь как можно яснее и точнее. Следующее. Осуждайте поведение, а не ребенка. Ваши слова должны быть следующими. «Я люблю тебя, но мне не нравится то, что ты сделал сейчас». Это также возраст для понимания значимости причин. Вы должны объяснить ребенку, почему определенное поведение недопустимо и какие последствия могут быть в результате. Думать о будущих последствиях очень важно для ребенка 3-летнего возраста. Грэму нужно сходить в туалет. Мама забирает его.